Привет, друзья! Я во Вьетнаме, это город Ханой. Мое первое полноценное видео здесь. И с чего мы начнем? Так это с обзора общепита. А пока мы идем до столовой, я вам покажу, насколько колоритный Ханой и вообще Вьетнам. Поехали! Здесь неподалеку лотерейные билеты продают. Рядом у нас тортики, выпечка. Здесь можно постирать вещи быстро, удобно. Затем различная плитка для дома, аптека, еще одна стирка, еще одна аптека, цветы, плитка. Что это у нас такое? Какая-то мастерская, походу здесь делают окна. Пошла различная фурнитура. Здесь продают у нас хлеб, различные напитки. Магазин закрыт. Здесь у нас для животных. Тут продают гробы. Опять фурнитура пошла. И там дальше много всего разного, абсолютно разного. Такое можно видеть только во Вьетнаме. Ну, почему только во Вьетнаме? Потому что я здесь. По крайней мере, я не видел этого в Китае или в Таиланде. Тут прям могут вам стул сделать. Очень быстро, удобно. Девушка на меня не смотрит. А нет, посмотрела, улыбнулась. Hello! Как приятно сразу, когда человек улыбается, а не то с таким злым лицом на тебя смотрит. Так, мы подошли к месту, где сейчас крепко, хорошенько, крепко, плотненько покушаем. Отлично, я прям в предвкушении. Это владелец столовой, мы сейчас к нему подойдем, познакомимся и все расспросим, как здесь все устроено. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Хуан. Сколько вам лет? Мне 40 лет. Как называется ваша столовая? Название простое. Бунча. Главное наше блюдо. Это семейный бизнес? Дети тоже вам помогают? Это маленький бизнес. Мои дети много учатся. Они помогают мне, особенно когда я очень занят. Как давно вы открыты? На этом месте я около 5 лет. Какую еду вы предлагаете обычно? Мы продаем только бунча. Бунча, откуда взялось это блюдо? Оно появилось именно здесь. Это блюдо только в Ханое появилось. А сколько обычно посетителей в день у вас? В день нас посещает около 200 клиентов. Зависит от дня недели. Часто ли приезжают иностранцы? Да, иностранцы также заходят к нам. Давайте проведем мини-экскурсию по столовой, что где находится. Интересно, как устроено. Здесь место, где я жарю мясо. Тут мы моем посуду, а также есть уборная справа. Это витрина, и сразу видно, что это бунча. Давай зайдем внутрь. Сейчас жарко, и можно приобрести охладительные напитки. Здесь, как ты видишь, мы сидим и кушаем. Также есть комната, где мы спим и отдыхаем, когда нет клиентов. Вы живете прямо здесь? Это как, удобно? Нет, мы живем в другом месте. Это не совсем удобно. Но иногда я остаюсь здесь на ночь, чтобы пораньше открыть заведение. Хорошо, расскажите, есть ли какой-нибудь интересный случай, произошедший здесь? Как я уже говорил, к нам заходят иностранцы. Самое забавное – это наблюдать, как они используют палочки и перекладывают еду из одной тарелки в другую. Часто все падает на стол и на пол. Конечно, это не важно. Мы ценим каждого нашего гостя. Ко мне это не относится, потому что я долго жил в Азии и хорошо держу палочки и кушаю. Но интересный случай. Есть ли у вас какие-то планы по расширению, возможно, что-то больше открыть? Конечно, такие планы присутствуют, но это стоит больших денег. Я снимаю это помещение в аренду, поэтому нет смысла здесь что-то переделывать. Когда-нибудь я открою свое кафе. Ну а сейчас я должен усердно работать здесь. Sister. 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 Это ваша сестра. Sister. It's, это жена, где-то еще дети. Это семейный бизнес. Вообще мне импонирует эта семья. Веселая. Покажите мне, как вы вообще готовите это блюдо, жарите мясо. Потому что я думаю, у вас очень большой опыт. И интересно на это посмотреть. Да. Yes. Good. Да. Đây là good. Đấy. Используют угли. Đấy, đúng rồi. Сколько минут? 3
chu khoai. Около 5 минут в целом. Đấy, đấy. Ăn thôi, vào ăn thôi. Да, я уже чувствую запах. Vào ăn thôi. Вкусно пахнет. Это свинина. А? Порк. Hả? Порк. Không, 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 không. Как вы видите, все в таком старинном виде. Russian have eat pork không? Yes. Có. Да, в России мы часто едим свинину, Có. но у нас нет бунча. We don't have бунча. Có chả đâu. Только у вас можно попробовать такое блюдо. А, Ăn. он говорит то, что в России вкусной копчености он пробовал раньше. Очень вкусно. А вообще, это ваша столовая или вы платите за нее аренду? Сколько стоит в месяц? Khoảng 10 triệu một tháng. 10 миллионов. 10 Việt Nam đồng. 10,000 Việt Nam đồng. Около 33 тысяч рублей стоит аренда. Но здесь они могут еще жить. You can stay here or sleep sometime, right? Đúng rồi. Почти готово. Đấy, đã xong. Đấy. Все складывается в тарелочку, большую такую кастрюльку. Đấy. Đó, thịt hoàn thành. Готово. Ok. Là xong. Đó. Đấy. Идем дальше. И... и складывается уже непосредственно Đó. в тару. Итак, каждый день с 10 утра до 12. Теперь я буду пробовать. Эх, надеюсь, я его не подведу. Иначе мне придется все это съесть. Да. Здесь очень жарко. Đấy. Уже сел. Только сел, уже вспотел. Hot. Very hot. Yes. Very hot. Rất nóng. Постоянно переворачивать. Đấy. Ага. Держать под углом. Chỗ này nó black đen rồi, mình lại nướng chỗ white. Đấy, nướng chỗ trắng. Đấy. Я крепко Đấy, держу. đấy. Đấy, không lại ra đây. Đấy, Trộn. trên vàng, ok. Trộn. Ok được chưa? Đấy. Đấy. Я скажу вам, это нелегко. Это нелегко. Hard, harder. А то, что здесь жарко, в чем-то плюс, особенно когда в Ханое холодная Да. погода, Да. здесь можно согреться. Đấy. Слушайте, у меня получается, возможно, он меня возьмет на подработку. Khó chưa? Rồi. Сейчас я что-нибудь испорчу. Đó. Ok. Đấy. Đấy. Khó. Harder. Harder. Да, это очень сложно. Đó. Он говорит, что нужно практиковаться много, часто. Почти готово. Ok. Он сказал то, что это самый трудный этап. Тут важно не передержать и наоборот не дожарить. И немаловажный момент узнать, что входит в состав этого блюда. Рецепт. Возможно, вы приготовите это у себя дома. Сейчас мы спросим у его жены. Рецепт на самом деле прост. Особенно если вы живете во Вьетнаме. В состав входят следующие основные ингредиенты. Это мясо свинины, рисовая лапша, зелень. Но успех в самом соусе. Для этого нам понадобится немало всего. Это фильтрованная вода 200 мл, 2 столовые ложки сахара, устричный и рыбный соус, 1 столовая ложка рисового уксуса и лимонного сока, чайной ложки соли, а также лук, чеснок, морковь, папайя и свежая зелень для подачи. Сейчас я покажу наглядно. Берем соус, тарелку и наливаем все это дело. Соус должен быть горячим, не нужно наливать слишком много, потому что это будет неудобно есть. Так, что-то я забыла, где что у меня лежит. Так, это не здесь. Ну вот, нашла. И уже непосредственно сюда мы добавляем следующее: морковь и папайю. Нам остается добавить только сюда свинину и лапшу. Все это перемешивается и готово к употреблению. Так, дальше. Чуть не забыла.
Во Вьетнаме мы все любим остренькое и не представляем бунча без перца чили и чеснока. Без этого вкус будет другим. И сверху немного молотого перца по вкусу. Вот в принципе и все. Теперь попробуйте приготовить это дома или приезжайте к нам. Мы всегда рады. Вы прирожденные блогеры. Хорошо так показывайте, рассказывайте. Сделайте мне одно блюдо. One for me. Yes. Как я могу отказать? Такая улыбка. Вам нравится это блюдо? Да, мне нравится приходить в это заведение. Здесь очень вкусно и приветливые хозяева. При этом самая низкая стоимость. В обеденный перерыв я всегда здесь. Мне здесь очень нравится. Thank you. Приятного аппетита. Давайте уже приступим, попробуем это блюдо. Хотя, если честно, я его пробовал уже не один раз, но каждый раз это что-то. Лапшу добавляем к основному. Здесь мясо, соус специальный. Если честно, это сытно. Сытно так, что если вы осилите это все, то примерно часа на 3 точно хватит. А может даже и больше. В этом соусе присутствует сахар, перец, сахар, еще какие-то компоненты. Но вкусно. Если зелень у вас заканчивается, вы можете подойти еще взять сколько хотите. Видите, тут постоянно много клиентов. Вот. Постоянно, как сказал хозяин столовой, то что около 200 клиентов в день. Каждый день. Я еще не сказал о главном. Сама стоимость. Стоимость этого всего. Получается лапша, мясо, как суп вместе, зелень и вода. Все это вместе 25 тысяч донгов. Это около 85 рублей. Согласитесь, это не 1000 и не 2. Будете в Ханое, заходите, ищите название бунча, пробуйте. Я готов это есть каждый день. Возможно, что здесь присутствует много сахара, и это чревато для людей, кто страдает не то чтобы лишним весом, но вообще, кто следит за собой. Нужно это учитывать. Потому что сахар здесь присутствует нормально. Но для меня это нормально, потому что часто очень устаешь, здесь потеешь, хочется иногда что-нибудь и либо сладкого, либо соленого. Не зря сюда приходит народ, потому что знают, что здесь мало того, что вкусно, так еще и приятная такая домашняя атмосфера. Если я потом смогу правильно перевести все это, а я надеюсь, мне помогут, вы можете дома попробовать приготовить это блюдо. Я думаю, все будут в семье довольны. По крайней мере, это что-то новое. А это новое. Сейчас даем. Поговорим с директором еще кое о чем. Может, меня возьмет на работу. Кто знает. Okay, thank you. Bye-bye. Сейчас спросим у владельца, возьмет ли он меня на работу. Возьмешь меня на работу? Возьмешь? Прощай, говорит. Понятно, что не понимает, но не страшно. Я просто хочу вам пожелать удачи и процветания. Согласитесь, очень позитивные люди, приятно там покушать. И я обязательно туда вернусь еще. Насчет того, что поработать в этой столовой, конечно же, я пошутил, потому что у меня есть сейчас свои определенные планы, которыми я буду с вами делиться. С вами скоро увидимся. До новых встреч. Пока.